Всем привет! Вы на канале Dasha Models или Dasha Technic, уж я не знаю, определюсь попозже. Сегодня я хочу вам показать видео, посвященное Параду Победы, а точнее его репетиции, не просто, а довольно грандиозному празднованию 80-летия Победы. Поехали! Парад 2025 года получится значительно грандиознее того, что был год назад. О прошлогоднем параде у меня есть специальное видео, а парад 2024 года был чересчур скромным, и я его окрестила парадом броневиков, поскольку гусеничной техники там не было, разве что БРЭМ, которые обеспечивают парадным расчетом эвакуацию. А о параде 2021 года у меня есть отдельное видео, так что ищите эти репортажи у меня на канале. Наконец-то, спустя год по Красной площади проедут танки. Также я заметила много ярких и необычных новинок, но давайте обо всем по порядку. Я, как обычно, разместилась в районе метро Маяковская, чтобы успеть запечатлеть всю колонну в движении. Первыми на Тверскую улицу выезжает колонна технического обеспечения. И даже по сервисной колонне можно понять, что парад будет масштабным и грандиозным. В колонне достаточно много БРЭМ, что уже говорит о том, что гусеничной техники будет предостаточно. В прошлом году, к слову, было всего 2 БРЭМ. А о том, как я строю модель БРЭМ-1М, которая участвует в современных боевых действиях, у меня есть специальное видео на канале Dasha Models, и оно вышло совсем недавно. БРЭМ-1 создана на шасси танка Т-72 и предназначена для эвакуации поврежденной бронетехники, включая танки БМП и БМД, даже под огнем противника. Однако, в отличие от базового танка, она оснащена краном грузоподъемностью 12 тонн и лебедкой с усилием 25 тонн, а также бульдозерным отвалом для земельных работ. БРЭМ-1 способна вытаскивать технику с усилием до 100 тонн и буксировать танки массой до 50 тонн, например, такие танки, как Т-80 и Т-90, на жесткой сцепке. И для этого у нее есть полужесткое буксирное устройство и 200-метровый трос, а изначально разработка велась в Омске. Но из-за перепрофилирования завода на выпуск танков Т-80 производство было перенесено на Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, и в итоге серийный выпуск БРЭМ-1 начался только в 1985 году, спустя 10 лет после принятия на вооружение. Также в колонне снабжения можно было увидеть машину РЭМ-КЛ на шасси бескапотного Урала. А в 2019 году военные ремонтники Южного военного округа в Абхазии впервые использовали РЭМ-КЛ для эвакуации условно поврежденной техники во время учений. Машина успешно отработала в условиях, имитирующих реальный бой, включая эвакуацию под огнем. РЭМ-КЛ применялась для эвакуации трофейной техники, например, американского бронеавтомобиля International Max Pro, что подтверждает ее практическую ценность в современном конфликте. Ну и первой новинкой можно считать этот необычный тягач на базе бескапотного Урала с обновленной кабиной. Второй новинкой этого парада является тягач КАМАЗ-65225. Такой тягач можно было увидеть на прошлогодней экспозиции форума «Армия-2024». КАМАЗ-65225 появился в начале 2000-х как альтернатива советскому МАЗ-537, который долгое время был основным тягачом для перевозки военной техники, включая танки, а новый КАМАЗ отличается большей мощностью, современной трансмиссией и улучшенной проходимостью. Колесная формула 6х6 с блокировкой межосевого дифференциала делает его вездеходным. Подвеска рессорная с усиленными лонжеронами, что позволяет двигаться по бездорожью и преодолевать броды глубиной до 1 метра 75 сантиметров. А помимо военных задач, этот тягач применяется и в лесозаготовке, нефтегазовой отрасли и строительстве благодаря своей грузоподъемности и устойчивости на бездорожье. Танки Т-34, участвующие в современных парадах на Красной площади, это не только символ победы в Великой Отечественной войне, но и интересный исторический феномен, связанный с их послевоенной судьбой. Большинство танков Т-34, которые можно увидеть на парадах в Москве, не являются оригинальными советскими машинами военного времени. Они были произведены за пределами СССР в послевоенные годы и преимущественно в Чехословакии и Польше в рамках программ помощи социалистическим странам. Эти танки отличаются более высоким качеством сборки и деталями по сравнению с поздними советскими сериями военного времени. Большинство танков перед парадом проходит капитальный ремонт. Некоторые даже получают новые двигатели для надежности во время прохождения по брусчатке. А в 2010-х годах Россия дарила восстановленные танки Т-34 странам-союзникам, например, Лаосу, как жест дружбы. Однако некоторые из этих машин позже были выкуплены обратно для проведения парадов.
Также в прицепах КАМАЗов можно заметить самоходки Су-100 времен Великой Отечественной войны. Их участие в парадах подчеркивает преемственность военной истории, даже если сами танки никогда не воевали в период с 1941 по 1945 годы. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Ну и какой русский военный парад может обойтись без Ее Величества буханки? Далее прошла колонна запасных машин, по ним можно было определить, какая техника будет присутствовать в параде. А вот это действительно интересный агрегат. Мои опытные зрители знают, что это такое, а вы напишите в комментариях, для чего нужна такая машина. Настало время основной колонны, и, что любопытно, перед каждой колонной шел неприметный микроавтобус с наростом в крыше. И, возможно, это машины со средствами радиоэлектронной борьбы. И, конечно же, не обошлось без еще одной буханочки. Каждый тип техники сопровождает БТР-82 с красным знаменем и открывает парад классический участник всех парадов новейшего времени – бронеавтомобиль «Тигр». «Тигр» разрабатывался в конце 90-х годов для короля Иордании, однако контракт был разорван, и 3 опытных образца остались в России, где их испытали для нужд МВД и ФСБ. А позже арабы на основе этих наработок выпустили свой бронеавтомобиль «Нимр», что «Тигр» по-арабски. И в 2013 году «Тигры» заменили на парадах итальянские «Ивеко», они же «Рыси». И это решение связывают с желанием Минобороны продемонстрировать отечественные разработки после скандалов вокруг зарубежных закупок. «Тигр» разгоняется до 140 км в час, что делает его идеальным для парадных колонн. На репетициях машины часто демонстрируют резкие развороты и торможения, подчеркивая динамику. С 2016 года «Тигры» регулярно возглавляют механизированные колонны на Красной площади, символизируя мобильность и технологичность российских войск. Бронеавтомобиль Урала ВПК, он же АМН 590951 «Спартак», активно используется российскими силовыми структурами с конца 2010-х годов, а его реальное боевое применение началось чуть позже. В 2020 году несколько машин «Спартак» были отправлены в Сирию для испытаний в условиях реальных боевых действий. Они использовались российскими военными советниками и сирийскими спецподразделениями для патрулирования, сопровождения колонн и разведки. Главным преимуществом оказалась высокая проходимость в пустынной местности и защита от обстрелов из стрелкового оружия. С начала спецоперации в Украине Урал ВПК стал применяться более массово, особенно в подразделениях Росгвардии, вооруженных силах и также в ЧВК. Парад броневиков продолжается, и на Тверскую улицу выходят тайфуны ВДВ в модификации «Пикап». Российская оборонная промышленность активно развивает направление бронеавтомобилей и регулярно представляет новые образцы этого класса. Так, в прошлом году впервые показали многоцелевую машину за СПН «Титан» класса МРАП. За прошедшее время она прошла часть необходимых проверок и сейчас находится в стадии государственных испытаний. Их собираются завершить в ближайшее время, после чего предстоит определить дальнейшую судьбу нового броневика. Новый проект за СПН «Титан» представляет собой вариант глубокой модернизации существующей платформы «Тайфун», граничащей с разработкой современного нового образца. При сохранении основной идеи конструкцию улучшили, а иностранные агрегаты заменили доступными отечественными аналогами. Получившийся броневик по своим параметрам и потенциалу как минимум не уступает предыдущим «Тайфунам». Броневики семейства «Тайфун» – одни из самых защищенных и технологичных машин российской армии, которые регулярно участвуют в парадах на Красной площади, и в прошлом году они тоже были участниками Парада Победы. Эти машины зарекомендовали себя как надежные транспортные средства с повышенной защитой от мин и засад. Впервые в боевых условиях «Тайфуны» были использованы в Сирии в период с 2016 по 2018 годы. Там они использовались для сопровождения колонн, перевозки офицерского состава и спецназа, а также для патрулирования территорий вокруг российских баз. Сирийская компания подтвердила эффективность их противоминной защиты. Несколько машин, попавших под подрыв, сохранили жизни своим экипажам. Однако выявились и недостатки. Высокий силуэт делает машины заметной мишенью для противотанковых ракетных комплексов.
С началом специальной военной операции на Украине в 2022 году применение тайфунов значительно расширилось. Эти броневики активно задействованы в городских боях, таких как, например, штурмы Мариуполя и Бахмута, где их усиленная броня позволила относительно безопасно доставлять бойцов к передовой. Также зафиксирован случай, когда под Авдеевкой тайфун смог эвакуировать раненых, выдержав 5 попаданий из РПГ без пробития брони. Наконец настал черед гусеничной техники, и на Тверскую улицу выезжают БМП-1АМ «Бусурманин». Такую машину можно было увидеть в экспозиции форума «Армия-2024». Только там была машина, подготовленная к борьбе с дронами. Это глубокая модернизация советской боевой машины пехоты БМП-1, разработанная для продления срока службы устаревшей техники и повышения ее боевых характеристик. Название, вероятно, связано с историческим термином «бусурманин», искаженное от «мусульманин», который на Руси обозначал иноземцев. Возможно, это отсылка к экспортному потенциалу машины или ее чужеродной башне от БТР-82А. «Бусурманин» создан как временное решение до массового поступления новых БМП. Его стоимость значительно ниже, чем у полностью новых машин, что позволяет поддерживать боеспособность войск без больших затрат. А далее двигаются БМП-2М с модулем «Бережок». Это глубокая модернизация советской боевой машины пехоты БМП-2, разработанная для повышения ее боевых характеристик. БМП-2М с боевым модулем «Бережок» была создана в начале 2000-х годов в конструкторском бюро приборостроения в Туле. Изначально модуль разрабатывался для экспортных поставок, в первую очередь для Алжира, где с 2005 года модернизировали парк БМП-2. В Россию эта модификация пришла позже. Серийное производство началось лишь только в 2017 году. С 2022 года БМП-2М активно используется в Украине, особенно в штурмовых операциях для поддержки пехоты. Военные отмечают ее эффективность против танков и укреплений, хотя слабая броня, как у базовой БМП-2, остается ее уязвимостью. «Бережок» превратил старую БМП-2 в машину, способную бороться с современными танками. Это бюджетное решение для армии, которая не может позволить себе новую технику, но нуждается в усиленной огневой мощи. БМП-3 – одна из самых уникальных и мощных боевых машин пехоты в мире, сочетающая в себе высокую огневую мощь, мобильность и защиту. В отличие от большинства БМП, у которых двигатель находится в передней части, у БМП-3 он размещен в корме, что улучшает обзор механику-водителю и снижает риск поражения силовой установки в лобовой проекции. Однако это создает неудобства для десанта. При выходе из машины бойцам приходится переступать через двигатель. В 2023 году машина получила дополнительную защиту от РПГ и дронов, включая решетчатые экраны и комплекты динамической брони. «Курганец-25» – это новейшая российская боевая машина пехоты, разработанная в рамках программы глубокой модернизации бронетанковой техники. Прежде всего, «Курганец-25» представляет собой универсальную гусеничную платформу, на базе которой создаются не только БМП, но и другие боевые машины, БТРы, командно-штабные машины, машины огневой поддержки. Это стало возможным благодаря модульной конструкции, позволяющей быстро адаптировать технику под конкретные задачи. И, наконец-то, пошли танки. Первыми выезжают Т-72Б3М. Танк Т-72Б3М представляет собой глубокую модернизацию советского танка Т-72, ставшую одним из самых массовых современных танков российской армии. Эта машина сочетает проверенную конструкцию с новейшими системами вооружения и защиты. История применения Т-72Б3М на Украине началась еще в 2014 году, когда первые такие машины появились на вооружении подразделений ДНР и ЛНР. Однако массово их стали применять с началом полномасштабной спецоперации в 2022 году. В первые месяцы боевых действий Т-72Б3М составляли значительную часть танкового парка российских войск и применялись практически на всех направлениях. Особенно эффективно эти танки использовались в боях за Мариуполь, где их огневая мощь и относительная компактность оказались востребованы в городских условиях.
Интересный факт, что именно в уличных боях проявилась эффективность дистанционно управляемого зенитного пулемета, позволяющего экипажу вести огонь по верхним этажам, не высовываясь из люка. К середине 2024 года танки Т-72Б3М остаются важной частью российских танковых подразделений, хотя их постепенно дополняют более современными танками Т-90М «Прорыв». Интересно, что опыт боевого применения привел к появлению полевых модификаций. Многие танки получили дополнительную защиту корпуса из траков или же резиновых экранов, а некоторые экипажи самостоятельно устанавливали дополнительные камеры кругового обзора на танк. По Тверской улице грохочут танки Т-80 БВМ. Главной их особенностью является газотурбинный двигатель, который при массе в 46 тонн позволяет развивать скорость танку до 70 км в час по шоссе. Этот двигатель, прозванный реактивным за характерный звук, обеспечивает исключительную динамику разгона. Танк может разгоняться с места до 40 км в час, всего за 10 секунд, что критически важно в современном маневренном бою. Зимой в период с 22 года по 23 танки Т-80 БВМ проявили свое важное преимущество – исключительную работу в условиях низких температур. В то время как дизельные танки других моделей требовали длительного прогрева, газотурбинные Т-80 БВМ могли запускаться практически мгновенно, даже при минус 30 градусов по Цельсию, что давало российским войскам существенное тактическое преимущество в зимних боях. А к лету 23 года тактика применения Т-80 БВМ существенно изменилась. Их стали чаще использовать в качестве мобильных огневых точек, используя преимущество высокой скорости для быстрой смены позиций после нескольких выстрелов. Т-90М «Прорыв» по праву считается самым совершенным российским танком современности, вобравшим в себя лучшие технические решения и богатый боевой опыт. Эта машина представляет собой качественный скачок в развитии российского танкостроения. С 2023 года на фронте стали появляться модернизированные танки Т-90М с дополнительной защитой от дронов «Камикадзе», усиленным днищем против минных угроз и новыми помехозащищенными каналами связи. Эти усовершенствования стали ответом на вызов современного поля боя. Т-90М «Прорыв» не просто доказал свою эффективность в реальных боевых условиях. Он задал новые стандарты для бронетанковой техники, став эталоном мощности, защиты и технологичности. Этот танк по праву считается одним из лучших в своем классе, сочетая в себе лучшие традиции российского танкостроения с самыми передовыми технологическими решениями. А вот танков «Армата» в этом году не было. А это самоходная гаубица 2С-19 МСТА-С, одна из самых мощных и эффективных артиллерийских систем российской армии. Эта 152 мм самоходка была разработана еще в конце 80-х годов на Уралтрансмаше как замена устаревшей 2С-3 «Акация». Главной особенностью МСТы-С стала ее автоматизированная система заряжания, позволяющая вести огонь со скоростью до 8 выстрелов в минуту. И интересно, что гаубица может стрелять всем спектром 152 мм боеприпасов, включая активно-реактивные снаряды с дальностью до 29 км, корректируемыми краснополями и даже ядерными боеприпасами. Экипаж из 5 человек защищен сварной броневой стальной капсулой, выдерживающей попадание осколков и пуль. Самоходный артиллерийский комплекс Мальва Интекс-2С-43 представляет собой новейшую разработку российского ВПК, призванную заменить устаревшие буксируемые орудия. Интересно, что Мальва использует те же боеприпасы, что и МСТ-С, включая корректируемые снаряды «Краснополь», но при этом может развернуться для стрельбы всего за 90 секунд, благодаря гидравлическим опорам, а ее экипаж из 5 человек защищен бронированной кабиной, а запас хода в 1000 км позволяет быстро менять позиции. Также в очень небольшом количестве были показаны установки для залпового огня «Смерч» и огнеметные системы на базе колесных грузовиков «Урал» «Тосочка».
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» представляет собой одно из самых совершенных и засекреченных видов вооружения российской армии. В ходе специальной военной операции на Украине «Искандеры» стали одним из ключевых элементов российской армии. Они применялись для ударов по военной инфраструктуре, включая аэродромы, склады оружия, узлы связи и командные пункты. Российские беспилотные летательные аппараты стали неотъемлемой частью боевых действий на Украине, выполняя широкий спектр задач от разведки до нанесения точных ударов. Наиболее массово применяемым разведывательным дроном является «Орлан-10». Этот аппарат с бензиновым двигателем способен находиться в воздухе до 16 часов, передавая данные о позициях противника и корректируя артиллерийский огонь. Особую роль играют ударные беспилотники, среди которых выделяется баражирующий боеприпас «Ланцет». Этот дрон-камикадзе с дальностью до 40 км и скоростью в 300 км в час стал грозным оружием против артиллерийских систем благодаря своей малозаметности и точности. Тактика применения российских БПЛА включает несколько ключевых направлений: разведку, целеуказания для артиллерии, удары по тыловой инфраструктуре, охоту за вражескими артиллерийскими системами и изнурение ПВО противника. С-400 «Триумф» — это современная российская зенитная ракетная система дальнего радиуса действия, разработанная еще в начале 2000-х годов как преемник комплекса С-300. Ее уникальность заключается в способности одновременно сопровождать до 80 целей и обстреливать до 16 из них, используя разные типы ракет для различных высотных диапазонов – от 5 метров до 30 километров. Максимальная дальность поражения составляет 400 километров. Ахча представляет собой уникальную боевую машину десанта, разработанную специально для воздушно-десантных войск России. Эта машина сочетает в себе мощное вооружение, высокую мобильность и уникальную возможность десантирования с парашютной системой, что делает ее единственной в мире боевой машиной, способной десантироваться с самолета Ил-76 вместе с экипажем внутри. ПТР МДМ «Ракушка» представляет собой современную бронированную машину, специально разработанную для российских воздушно-десантных войск. Эта уникальная боевая платформа была создана на базе боевой машины десанта ПМД-4, но с иным назначением. Она служит бронетранспортером для перевозки личного состава. Главной особенностью машины является ее способность к парашютному десантированию, причем не только самой техники, но и с экипажем внутри ее. Это ее уникальная характеристика. Ракетный комплекс Ярс-РС-24 является одним из самых современных стратегических вооружений России, принятый на вооружение в 2009 году для замены устаревших систем ТОП-ЛМ. Его основная задача – обеспечение ядерного сдерживания в глобальном масштабе. Однако присутствие этих комплексов на боевом дежурстве играет важную роль. В период с 2021 года по 2022 Россия проводила плановые пуски Ярсов в рамках учений стратегических ядерных сил, демонстрируя свою готовность к ответному удару в случае необходимости. И начиная с 2023 года отмечается развертывание новых ракетных полков, оснащенных этими современными комплексами. БМП «Бумеранг» представляет собой новейшую российскую платформу боевой машины пехоты, разработка которой ведется с 2013 года. Эта машина знаменует качественный скачок в российском бронетанковом производстве. Впервые за десятилетие предполагается полностью новая конструкция, а не модернизация советских образцов. Главной особенностью «Бумеранга» стало его модульное шасси, позволяющее создавать на одной базе различные варианты техники, от классической БМП до бронетранспортера, командно-штабной машины или же носителя противотанковых ракет. Несмотря на планы начать серийное производство еще в 2020 году, «Бумеранг» столкнулся с многочисленными задержками. И вот такой репортаж у меня получился. Я очень рекомендую посмотреть репортажи с других репетиций парадов в предыдущие годы. Они у меня есть на канале. Так что увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока. Ждем с нетерпением основной парад.